Глава 207. Хуачен сделал вывод, бросив один лишь взгляд на толпу, но Селянь был уверен, что тот не мог ошибиться. Они говорили шепотом, так что никто, кроме принца, не услышал поправки, и Селянь быстро оглядел людей, стоящих в кругу. Все они держались за руки. В какой же момент среди них появился лишний, может быть, Ши Цинсюань обсчитался. Селянь обратился к нему: «Вы уверены, что людей именно такое количество? Никого не упустили, нет? Вы же сказали, что количество очень важно, поэтому я постоянно всех пересчитывал, и если кто-то уходил, я отнимал их от общего числа. Нас ровно 148. А в чем дело?» Что-то не так, пока нельзя было раскрывать, что они обнаружили присутствие лишнего, это могло повлечь за собой ненужную панику. Также принц не мог просить людей указать на того, кого они не знают, все-таки их здесь собралось слишком много, и наверняка не все друг с другом знакомы. Оставалось только сказать: «Нет, ничего». Просто хотел убедиться. Заклинатели и подавно не могли ошибиться, каждый отчитался всевидящему глазу о количестве приведенных учеников, и тот сложил все вместе. Как они могли не знать, сколько человек пришло от собственной школы? Селянь шепотом спросил, когда лишний затесался в их ряды. Что он задумал, либо еще в самом начале, ответил Хуачен, либо вместе с этими заклинателями. К тому же, это наверняка человек. По крайней мере, не демон. В круге непременно должны были стоять живые люди, иначе у них не получилось бы удержать озлобленных духов. Кроме того, тот человек, похоже, пока не хотел себя раскрывать. Ведь стоило ему одному разжать руки, появилась бы брешь, и тогда весь круг оказался бы повержен. Но защита до сих пор держалась, а значит, лишний незнакомец все это время прекрасно исполнял роль прута в заграждении. В таком случае точно нельзя было действовать наобум. Если тот человек поймет, что его обнаружили, кто знает, вдруг он бросится на утек. Иными словами, теперь им предстояло найти его незаметно, к тому же вытолкнуть из круга так, чтобы не сломать защиту. И это было крайне непросто. Впрочем, скоро Селянь придумал способ. «Сань Лан, твои бабочки способны прогонять духов, не убивая их. Я имею в виду загонять в определенном направлении». Хуачен сразу понял, что принц собирается сделать, и ответил «да». Если тот человек присоединился по своей воле, он наверняка не так прост, раз совсем не страшится озлобленных духов. В таком случае, если бабочки Хуачена начнут выгонять тварей из круга, духи наверняка примутся метаться во все стороны, выискивая брешь, чтобы вырваться на свободу. Такой брешью сможет стать кто угодно, кроме одного человека. Того, кто присоединился к ним по собственной инициативе, вот только, заметил Селянь, способ весьма опасный. Что если мы по неосторожности испугаем остальных так, что они разожмут руки? Получится, что мы сами вырыли себе яму. «Не беспокойся», — ответил Хуачен. «Прежде чем это случится, я уничтожу всех тварей». Они быстро обсудили план действий, и Селянь громко объявил всем проявить осторожность. Духи неожиданно стали сильнее. «Сожмите руки, не дайте им себя напугать, что?» Завопил всевидящий глаз. Все ведь шло хорошо, почему они вдруг стали сильнее? Хуачен не двигался с места, а его призрачные бабочки принялись разгонять туманную дымку из темных тварей, которые безумно заметались в круге. Простым людям было не под силу этого увидеть, а вот заклинатели сразу разглядели подвох. Всевидящий глаз в гневе выпалил: «Хуа, градоначальник Хуа! Что ты творишь?» Но двоим в круге некогда было с ним объясняться, они сосредоточенно выискивали чужака. И в самом деле, пока твари в круге бесновались черным потоком, нашелся человек, к которому они не решались даже приблизиться, поэтому перед ним образовалось пустое пространство. Это тот, кто им нужен. Молниеносно шагнув в его сторону, Селянь схватил незнакомца за руки, одновременно соединяя ладони стоящих рядом, и затянул его в круг. Всевидящий глаз и его соратники заволновались, что происходит. «Вас не касается», — бесцеремонно бросил Хуачен, и в мгновение очутился рядом с принцем, на тот случай,
если пленник вдруг проявит сопротивление. Крепко держа пойманного, Селянь развернул его к себе лицом, а когда их взгляды встретились, то принц проглотил обратно вопрос «Кто ты такой?», уже вертевшийся на кончике языка, и округлил глаза. Глядя на лицо перед собой, он пробормотал: «Советник, это и правда вы?» Человек перед ним тоже надолго застыл и лишь спустя некоторое время смог произнести: «Ваше Высочество». Это лицо должно было быть очень знакомо принцу, но в то же время казалось бесконечно чужим. В его воспоминаниях советнику уже исполнилось больше 30, от него так и веяло спокойной серьезностью, а стоило наставнику набросить на плечи даосский халат и принять величественную позу, ученики его даже побаивались. Но сейчас перед селянем возник молодой мужчина лет 25, всего на несколько лет старше самого принца. Даже услышав знакомый голос внутри горного чудища на горе Тунлу, селянь постоянно сомневался, не ослышался ли он. И несмотря на фразу владыки, что его наставник не так прост и его следует поостеречься, принц все равно размышлял, не мог ли Цзюнь ошибаться. Но теперь ошибки быть не могло. Человек перед селянем и есть его наставник, последний советник государства Синьлэ, Мэй Няньцин. Трое безмолвно замерли под взглядами 300 людей, и казалось, что даже воздух вокруг застыл. Но когда Мэй Няньцин пришел в себя, в следующий миг он совершил то, чего от него никто не ждал. Пользуясь замешательством селяня, он вдруг напал в ответ, бросился к принцу и попытался схватить его руками за горло. Но Хуачен стоял совсем рядом, разве он мог позволить этому случиться? Не пришлось даже пальцем шевелить, Мэй Няньцина отбросила прочь неведомой силой на несколько чжанов. Внезапное происшествие вызвало волнение людей в круге, чего они вдруг подрались. Что творится? Кого они бьют? ГГ! Воскликнул Хуачен. Ты не пострадал? Нет, на самом деле, советник, с виду, пострадал гораздо больше. Ударившись о землю, он сплюнул кровь, на силу поднялся и, пошатываясь, бросился наутек. Ши Цинсюань, видя, что тот бежит к нему, взволнованно вскрикнул: «Ты что задумал? Эй, я тебя предупреждаю, не подходи. Ваше Высочество, он хочет разорвать круг назад!» Закричал селянь. Жайо вылетела следом за беглецом. Но не успела она схватить Мэй Няньцина, как сверху прилетел меч, вонзившись в землю перед советником и преграждая ему дорогу. Затем небо озарилось белым светом, засияли несколько ярких лучей, а вместе с ними на землю спустился воин в белом доспехе, который запечатал Мэй Няньцину путь назад, оказавшийся в западне Мэй Няньцин, которому некуда было бежать, развернулся и как раз повстречался с радостно пляшущей Жайо. Лента с шелестом связала мужчину по рукам и ногам, уронив его на землю. Селянь подбежал к воину со словами: «Владыка, зачем вы прибыли лично?» Цзюнь выпрямился и с серьезным лицом ответил: «На горе Тунлу временно воцарилось спокойствие. И я пришел взглянуть, как дела продвигаются здесь. Как вам удалось этого достичь? Я установил новый барьер, временно запечатав 3 горных чудищ и других нечеловеческих созданий». Но селяня более всего беспокоили не горные чудища и мелкие демоны, не представляющие опасности. Безликий Бай Цзюнь покачал головой: «Я не обнаружил его. Боюсь, он давно покинул гору Тунлу». Селянь огляделся. Их окружала завеса слепящего света, отделившая всех 4 от 300 зрителей снаружи. И сейчас люди не видели, что происходит за завесой. Затем принц перевел взгляд на советника, который перевернулся, увидел Цзюнь и, должно быть, вспомнив их битву, изменился в лице, в его взгляде мелькнуло удивление и гнев. Однако мужчина весьма благоразумно не посмел ничего произнести вслух. Владыка тоже посмотрел на него сверху вниз, чуть склонив голову, и медленно произнес: «Как давно мы не виделись, советник Синьлэ». Хуачен, не торопясь, приблизился, взглянул на советника и полюбопытствовал: «Он выглядит так, будто ему и курицу связать не хватит силы». «Как же ему тогда удалось сбежать?» «Он бежал вовсе не один», — пояснил Цзюнь. Тогда при нем были 3 помощников. 3 других советника Синьлэ. Здесь селянь не выдержал и обратился к наставнику: «Советник, вы
кто же вы такой?» Мэйняньцин с мрачным лицом посмотрел на Цзюнь, уезжал руки в кулаки так, что на тыльной стороне ладоней вздулись вены. Неизвестно только, это от ненависти за вмешательство в его планы или от злости за то, что владыка раскрыл все его карты перед принцем. Только спустя какое-то время он тихо произнес: «Вы ведь уже обо всем догадались, ваше высочество». Один из 4 божественных хранителей наследного принца Уюна, но что же тогда с принцем Уюна? Он и есть безликий Бай. Цзюнь удивленно посмотрел на селяня. Синьлэ, принц Уюна это. Тут селянь наконец вспомнил, что еще не успел рассказать Цзюнь о государстве Уюн. Наконец, поймав советника, принц хотел задать тому множество вопросов и потребовать множество объяснений. Решив, что устраивать допрос прямо здесь не слишком удобно, селянь предложил: «Владыка, давайте поговорим обо всем в чертогах верхних небес». «Хорошо», — согласился Цзюнь, а подумав, добавил: «но сейчас большая часть озлобленных духов с горы Тунлу находится здесь, в столице, и их не получится подавить так скоро. Даже мне понадобится 7 дней и 7 ночей, чтобы окончательно их освободить от оков бренного мира». И что же, они смогут допросить советника только через 7 дней. Так долго ждать нельзя, до сих пор неизвестно местонахождение безликого Бая. Селянь раздумывал, как лучше поступить, когда вмешался Хуачен. «ГГ, предоставь это мне. Поднимайся на небеса». Селянь повернулся к нему, но Хуачен сразу понял, о чем тот подумал, и заверил: «Не нужно больше ничего говорить. Я буду ждать тебя здесь. ГГ, если хочешь меня отблагодарить, поскорее спускайся обратно». Цзюнь спросил селяня: «Ты можешь оставить их?» «Да, они справятся», — с улыбкой ответил тот. Неожиданно в световой завесе мелькнул чей-то силуэт, и снаружи к ним ворвался человек, хромой на одну ногу. Он, подпрыгивая, приближался к ним с криком: «Ваше высочество! Ваше высочество, что вы там делаете?» «Все в порядке», — это был Ши Цинсюань. Спустившись, Цзюнь установил световой заслон, чтобы люди снаружи не знали, что происходит внутри, и те перепугались до полусмерти. Тогда Ши Цинсюань, как самый смелый, вызвался отправиться на разведку. Другой на его месте не прошел бы через барьер, но Ши Цинсюань раньше занимал пост небесного чиновника, световая завеса знала его, поэтому позволила пройти. Подойдя ближе, он так и застыл: «ВВВ, владыка. Почему вы спустились лично?» Увидев Ши Цинсюаня, Цзюнь с улыбкой поприветствовал: «Ваше превосходительство, повелитель ветров. Мы с вами давно не виделись». Повисло молчание. Ши Цинсюань виновато потупился, чувствуя себя крайне неловко. Все-таки он не мог не знать, какого шума наделало в чертогах верхних небес известие о том, что Шиуду изменил судьбу родного брата и забрал его на небеса. И теперь, встретив главу всех небожителей, Ши Цинсюань не думал ни о чем, кроме нахлынувшего стыда и робости. Впрочем, Цзюнь не стал больше ничего ему говорить, позволив сохранить лицо. Селянь отозвал Жайо, и Мэйняньцин медленно поднялся на ноги. Отсмущавшись, Ши Цинсюань с сомнением спросил: «Кто это?» Что тут произошло? Мэйняньцин бросил на него взгляд и вдруг задал вопрос: «Ты Ши Цинсюань, верно?» Тот застыл. «А ты кто такой? Откуда знаешь мое имя?» И самое главное, как он узнал Ши Цинсюаня в таком виде? «Тебе даже имя неудачное подобрали», — хмыкнул Мэйняньцин. «А?» — не понял Ши Цинсюань. Но Мэйняньцин больше ни слова не сказал, весьма покорно направившись за владыкой. Наверное, понял, что без чьей-либо помощи ему не удастся теперь сбежать, даже не будучи связанным. «Синьлэ», — позвал Цзюнь, — «я заберу его». «Ты прибудешь позже?» «Да», — ответил селянь. Цзюнь кивнул ему. Когда двое удалились, селянь снова повернулся к Хуачину, но тот заговорил первым: «ГГ, не стоит беспокоиться, я просто буду стоять на страже круга и не позволю тварям разлететься». Проще простого. Ши Цинсюань подхватил: «Ваше высочество, вы собираетесь наверх. Ступайте, ступайте, я тоже присмотрю за всем, не волнуйтесь». Селянь кивнул: «Спасибо, что берете на себя эту задачу».
прошлом Хуачен, наверное, ответил бы что-нибудь вроде «мне это ничего не стоит», но на этот раз он почему-то сложил руки на груди и вздохнул. Да уж, задача не из легких. Селяню показалось, будто он на что-то намекает. Ши Цинцюань же совсем ничего не заметил и радостно подхватил: «Да. Когда вернетесь, не забудьте как следует наградить нас за труды. Как насчет пирушки в лучшем столичном заведении?» Ха-ха-ха, он все не мог забыть о пирах в лучших столичных заведениях. Селянь же подумал: лучше ничего не говорите, ваше превосходительство. Он имеет в виду совсем не то же, что и вы. Хуачен покачал головой, поиграл красной бусиной на конце тонкой косицы, приподнял бровь и как бы невзначай произнес: если бы ГГ остался со мной, было бы, конечно, намного проще. Но стоит мне подумать, что ГГ поднимется на небеса, оставив меня одного внизу. Ох, задача кажется мне еще более сложной. Ши Цинцюань наконец почувствовал неладное, но все равно не понял, в чем тут дело, и с улыбкой до ушей произнес: «Вы так забавно рассуждаете, собиратель цветов под кровавым дождем. Вас послушать, так можно решить, что вам будет одиноко, пока его высочество отправится на небеса. Будто вы недавно поженились, ха-ха-ха». У Селяня в мыслях промелькнуло: вы не ошиблись, он именно это и хотел сказать. Ши Цинцюань еще долго стоял и неловко посмеивался, и в итоге Селянь не выдержал, тихо кашлянул и сказал ему: «Ваше превосходительство, вам лучше пока выйти за световую завесу. Выйдите, прошу вас». Но почему вместо объяснений Селянь лишь повторил: «Ну, выйдите, и все. Мы просто попрощаемся». Недоумевающий Ши Цинцюань наконец ушел, и за световой завесой остались только двое, больше никого. Селянь снова повернулся к Хуачину, который, приподняв бровь, смотрел на него, будто в ожидании, что принц скажет или сделает. Так что Селянь, позабыв о стыде, положил будто деревянные руки на плечи Хуачена, замер на мгновение, потом рывком прижался и поцеловал демона в щеку. После воровато оглянулся, чтобы убедиться, что вокруг никого, и, наконец, успокоился. Но вдруг почувствовал, как на талии сжались чужие пальцы. Хуачен крепко обнял его и, сощурившись, поинтересовался: «ГГ, тебе не кажется, что ты относишься ко мне без должного внимания?» В его голосе звучало не то истинное, не то притворное недовольство, от которого веяло угрозой. Селянь вздрогнул и поспешил заверить: «Вовсе нет, правда. Но когда ты просил одолжить тебе магических сил, вел себя совсем иначе. Неужели без серьезного предлога я могу надеяться лишь на такое прощание?» И если так рассуждать, Селяню и самому показалось, что в его поступке не было ни капли искренности. «Прости», — тихо сказал принц. «Я не хотел заставить тебя так думать». Но, попросив прощения, Селянь почувствовал еще явственнее, что все выглядело именно так, как Хуачен подумал. В душе принца зазвенел тревожный звонок, и он, боясь, что Хуачен неверно все истолкует, не стал дожидаться ответа, не тратя слова, перешел к делу. Подпрыгнув на носочках, обнял Хуачена за шею и вновь прижался, что было сил. На этот раз целуя в точности так, как хотелось Хуачену. И тут, как назло, послышался оклик Ши Цинцюаня: «Ваше высочество, мне вот что показалось странным, ведь вам, чтобы попрощаться, вовсе не обязательно было меня прогонять. Мне просто... Ваше высочество». Так быстро ушел Селянь, спотыкаясь на бегу, смущенно умчался прочь.